Кундалини-тантра в канале Гекаты. Мы уже немного поговорили о том, какие именно интонации может задать канал Гекаты в огранке вашей сексуальности. В канале Гекаты можно работать и с утончением, и с пробуждением своей энергии кундалини. Это наслоение двух техник. Сперва вы расчищаете путь для кундалини, затем работаете в таком состоянии с восходящим потоком Гекаты. О проведении потока этого качества я упоминала не раз. Сексуальная магия, или красная магия, или змеиная магия — это практики и ритуалы, в которых вы работаете с пробужденной и уплотненной энергией кундалини. Так или иначе, любая магия сексуальная, поскольку кундалини — это первичная энергия, это сила, на которой мы живем. Однако существуют практики, в которых мы пользуемся этой силой направленно, пробуждаем ее, утончаем и используем как дверь в те или иные поля вероятностей. Слово «кундалини» образовано от санскритских слов, буквально переводящихся как «свернутый кольцом», «свернутый в форме змеи». Символ кундалини — спящая змея, в то время как практик — это человек, змея которого свободно и подконтрольно блуждает по позвоночнику. Практик может управлять этой энергией и концентрировать ее в различных опорных точках, чакрах. Чем выше расположена чакра, тем труднее создать в ней концентрат кундалини. Естественным образом змея спит в корневой чакре, муладхаре, свернутая в 3,5 оборота змея. В спящем виде она слабоощутимая. Это привычная жизненная сила, аккумулятор, на котором работает каждый из нас. В ведических трактатах она описывается как тонкая нить, которая подобна вспышке молнии. Если посмотреть на тело человека с точки зрения его энергетического устройства, то мы почувствуем множество каналов, по которым может перемещаться энергия. Для наших практик мы преимущественно используем сушумна-канал, который при грубом рассмотрении примерно совпадает с позвоночником. Само слово «нади» означает «полая труба». Сушумна — солнечный луч, самый милостивый канал. Это энергетическая дорожка, которую проще всего почувствовать. Достаточно слегка обострить и правильно направить свое внимание, и вы поймете, что это такое. Но внутри этого канала есть еще каналы, более тонкие, один в другом, наподобие матрешки. Внутри сушумны находится ваджранади, солнечный канал. Внутри него читранади, лунный канал, а внутри него тончайший, как волосок, брахманади. Именно по этому тонкому волоску и перемещается пробужденная кундалини. Изначально это очень грубый энергетический концентрат, и на своем пути кундалини встречает массу препятствий, энергетических узлов и блоков. Но если у практика получается протянуть змею до самой макушки и вывести через макушку, эта зона называется брахманандра, то наступает полная ясность, освобождение, присвоение всех сверхвозможностей, освобождение от кармы и, как следствие, право самому выбирать дальнейшую судьбу, в том числе и покинуть череду инкарнаций. Но даже если змей не имеет возможности добраться до макушки, а просто приподнимает голову, это уже дает вам массу новых возможностей и состояний. И первое из них — это состояние блаженства. Второе — состояние единства, недвойственности, а это уже высшее магическое состояние. Третье — присоединение к бесконечному энергетическому объему. Вот как поэтично описывает эту опцию современный популярный практик Садхгуру. Кундалини — это розетка. Не с 3 отверстиями, а с 5. Возможно, вы слышали о 7 чакрах. Муладхара — это что-то типа розетки, поэтому ее называют Муладхара. Муладхара означает «фундаментальный» или «базовый». 5 из оставшихся 6 чакр
Это штепсельные вилки. Что же такое 7-я чакра? Это как электрическая лампочка. Если вы ее включите, то все в вас озарится светом. Если вы соответствующим образом подключены к сети, то круглосуточное освещение больше не проблема. Вам не нужно выключать свою энергию из-за опасений, что может сесть батарейка. Вы просто тратите ее без оглядки, потому что вы подключены к источнику питания. Как только вы начинаете пользоваться этим источником энергии, у вас меняются все энергетические отношения с миром. Вам становится необходимо меньше еды и восстановительного сна. Это происходит само собою. И запустить обратный процесс, перестать спать, чтобы тело было вынуждено найти иной источник питания, едва ли получится. У практиков есть даже такое понятие – кундалини-синдром. Змея начинает просыпаться, и для вашей системы восприятия это очень необычное ощущение, поэтому тело тоже реагирует на него необычно, спонтанными телодвижениями, видениями. Иногда эти первичные ощущения бывают и неприятными. Обычно, когда о таком говорят, приводят цитаты из практика Гопи Кришны. Мое лицо смертельно побледнело, а тело крайне ослабло. Мое беспокойство достигло такой степени, что я не мог спокойно усидеть на одном месте хотя бы полчаса. Когда я все же заставил себя это сделать, мое внимание переключилось на хаос, творящийся в моей голове. Надвигающееся ощущение опасности усилилось, и я почувствовал, что сердце вот-вот выскочит из груди. Все тело содрогалось от боли, каждый орган молил о пощаде. Все чувства были обнажены до крайности, а жар буквально испепелял внутренности. Я понимал, что умираю, так как сердце было не в силах выдержать чрезмерного напряжения. Горло пересохло, все тело пылало, и я был не в силах унять собственные страдания. Домик для змея. Муладхара чакра. Интересное мнение о том, где находится истинное жилище кундалини, из трактата «Кундалини-тантра». В тантрических текстах часто акцентируется момент пробуждения кундалини в Муладхара-чакре, но это не означает, что именно Муладхара является обителью кундалини, как ошибочно представляют некоторые интерпретаторы, полагая, что пробужденная в Муладхаре кундалини невольно начинает подниматься вверх, включая одну за другой все чакры вплоть до сахасрары. А между тем подлинной обителью кундалини является именно сахасрара, к которой она так стремится, а Муладхара, как и другие чакры, всего лишь манипулирующий переключатель. Но все же мы поговорим о том, где кундалини находится у нас в данный конкретный момент, а именно о нашей Муладхаре, корневой чакре. Она расположена у основания позвоночника. Слово «мула» на санскрите означает «корень» или «основа», а слово «адхара» — «фундамент» или «опора». Этот центр — наше связующее звено с энергией Земли, с энергией, на которой мы живем и хорошо себя чувствуем. Тут и ваше здоровье, и ваш секс, и ваше личное ощущение безопасности, и ваша способность подстраиваться под меняющийся мир и выживать в нем. Этот центр отвечает за общий тонус вашего организма, и работа с вашим телом может оказать позитивное влияние на состояние домика змеи. Иногда врачи советуют заняться спортом для борьбы с легкими формами депрессии. На энергетическом уровне такой совет как раз относится к укреплению домика. Человек с развитой Муладхарой — это активный человек, оптимистично настроенный, бодрый, уверенный в себе и смелый. При дисбалансе в Муладхаре начинает меняться не только физическое состояние, но и психологическое. Всплывают страхи, человек начинает сомневаться в себе, появляются и множатся тревожные состояния. Упражнения для активации Муладхары чакры. Сперва физической активации. Первый способ. Стоя на одной ноге, ударять себя пяткой в районе копчика. Ноги изгибаются попеременно, работаем 7-15 минут. Второй способ.
Ноги полусогнуты, двигаем тазом вперед-назад. Визуализация: вперед подаем золотой горячий огонь в пространство, назад принимаем расплавленную темноту. Прана-мудра — жест энергии. Соединить подушечки большого пальца, безымянного и мизинца, указательный и средний. Выпрямлены на обеих руках. Это жест для набора энергии, для повышения жизненности. Применяется при лени, сонливости, потере сил, недомоганиях, не связанных с повышенным давлением. Мула-бандха. На санскрите слово «мула» означает «основа» или «корень», а слово «бандха» — «замок» или «зажим». Иногда переводят как «замок тела», «хватание». Вы словно на несколько мгновений запираете энергию в отдельно взятом центре своего тела. Это делается для того, чтобы энергия максимально сосредоточилась в рабочем центре, то есть бандха — это инструмент аккумуляции вашей энергии. Есть 6 основных разновидностей бандх. Мула-бандха — это непосредственно работа с муладхарой и направление всего вашего потенциала на спящую кундалини. Зажим, в котором мы работаем с мышцами тазового дна. Удияна-бандха — утренний замок. Выполняется строго на голодный желудок, втягивание живота внутрь и вверх к ребрам. Джаландхара-бандха — подборочный замок. Выполняется за счет прижатия подбородка и нижней челюсти к передней поверхности шеи. Подбородок при этом подается назад и чуть вверх. Маха-бандха — суперзамок, сочетающий 3 предыдущих одновременно и аккумулирующий энергию в области пупка. Хаста-бандха — замок кистей. Энергия может утекать даже через кончики пальцев. Вот почему в некоторых асанах важно положение рук и кистей. Пада-бандха — замок ступней. Это стабильность в ногах, равновесие и опора. Когда устанавливаем равновесие под большими пальцами стоп, под мизинцами и в середине стопы, не заваливаясь ни в какую сторону. Можно добавить визуализацию, как энергия поднимается из недр земли до самой макушки. Можно совместить с полным дыханием йогов. Для работы с красной магией нас более всего интересуют мула-бандха и пада-бандха. Мула-бандха выполняется мужчинами и женщинами по-разному. Для мужчин более просто. Надо сокращать зону между анусом и половыми органами. У женщин потребуется сперва вниманием нащупать точную область сокращения, а именно область шейки матки. Иногда мула-бандху интерпретируют как зажим ануса, но лучше направлять внимание именно на зоны, обозначенные выше. Работа с этим замком поможет нам пробудить и 2 других центра, которые работают в красной магии — Сватхистхану и Манипуру. Также считается, что любой замок — это серьезная омолаживающая практика. Сватхистхана — золотой дворец змея. С санскрита слово «сватхистхана» переводится как «собственное обиталище». Это хранилище и вашей энергетики, и бессознательных впечатлений. Именно поэтому ваши инстинктивные реакции зарождаются именно в Сватхистхане. Большинство людей не управляют своим сексуальным влечением, но когда это происходит, основной фокус внимания оказывается именно в Сватхистхане, внизу живота. Зона словно оживает, расширяется, начинает вибрировать, расходовать накопленную энергию и получать энергию от объекта, на который это желание направлено. С влечением — простой пример, однако Сватхистхану называют фундаментом жизни в принципе. Сколько в ней накоплено энергии, столько интереса у вас есть к миру вокруг. Телесное наслаждение и количество вашей энергии — практика 77 наслаждений тела. Этим способом можно увеличить энергетический резервуар, чтобы сил хватило на удовлетворение ваших амбиций и на повышение потолка этих самых амбиций. Когда вы много внимания уделяете своему телу и его услаждению, в теле просыпается гибкость.
Если вы занимаетесь своей гибкостью искусственно, это работает и в обратную сторону. Повышаются накопительные свойства свадхистханы чакры. Если вы планируете совершенствоваться в поле сексуальной магии, стоит обратить внимание на растяжки и выполнять такие комплексы ежедневно. Растяжка — это не обязательно сесть на продольный и поперечный шпагат. Это значит всего лишь увеличивать свой потенциал гибкости по сравнению с тем, что вы имеете. Очень интересный момент и практика по активации 2 нижних центров. У каждой чакры есть активная точка, зона, где проще всего работать с энергиями центра, где проще всего зацепить вниманием и познать его свойства. Эти активные точки находятся вдоль позвоночника, но 4 центра — Свадхистхана, Манипура, Анахата и Вишудха — имеют дополнительные активные точки. Называют их чакра-кшетрам. Расположены они на передней поверхности тела, напротив основной активной точки. Свадхистхана кшетрам физически располагается на уровне лобковой кости на передней стороне тела, чуть выше полового органа, прямо напротив копчика. Можно визуализировать ее прямо на поверхности вашей кожи. Вот как выполняется эта практика. Сперва мы готовим к ней свое тело с помощью так называемой ашвини-мудры. Мы с вами привыкли, что все мудры представляют собой сложенные в определенном порядке пальцы. Однако ашвини-мудра — это сексуально-магическая практика, которая очень похожа на мужской вариант упражнений Кегеля. То есть ашвини-мудра — это ритмичное сокращение мышц ануса. Есть 2 техники выполнения мудры — быстрое и медленное сокращение. Сперва фокус внимания отдается только зоне, с которой вы работаете, но затем вы немного опускаете свое внимание и начинаете замечать, что другие тазовые мышцы также вступают в действие. Держим четкий и быстрый ритм в этих сокращениях, при этом дышим спокойно. Синхронизации с дыханием в этом упражнении не предполагается. Медленное выполнение ашвини-мудры делается несколько иначе, на синхронизации с дыханием. На вдохе мышцы сокращаются, на выдохе расслабляются. В конце вдоха задержка дыхания и удержание мышц напряженными. После этого можно приступать к работе свадхистхана кшетрам. Энергетический шлейф этого упражнения повышается ваша светимость, и вы начинаете восприниматься более сексуально привлекательным человеком. Сперва находим корневую опорную точку, муладхара-чакру, в расслаблении ее созерцаем. Затем на позвоночнике ищем свадхистхана-чакру. Можно подключить ашвини-мудру и наблюдать за давлением, которое словно оказывается на активную точку свадхистханы в результате ваших мышечных сокращений. Продолжаем делать ашвини-мудру с фиксацией внимания на свадхистхане. Потом находим точку на передней поверхности тела, уделяем все внимание ей. Чувствуем там биение пульса, переключаем биение пульса в самой активной точке свадхистханы и в свадхистхане кшетраме. После того, как вы подготовили свое тело к работе такого рода, в достаточной мере освободили его, очистили, раскрепостили, можно обратиться к Гекате с просьбой о повышении сексуальной светимости.